Всем привет! В этом видео мы рассмотрим то, как в домашних условиях без лишних запар сделать себе тату-машинку. Для этого вам потребуется моточек, и чем он будет мощнее, тем лучше. В видео я буду использовать материалы, которые очень легко купить в любом ближайшем магазине, поэтому с материалами у вас не должно быть никаких проблем. Мотор я взял из старого умирающего триммера, также профессиональный татуировочный картридж, латунную вставку для эксцентрика и раздвоитель на джек 3.5 из Ашана для нашей контактной группы. В первую очередь разбираем наш раздвоитель на джек 3.5 и достаем внутрянку. Обрезаем все контакты, кроме минусового, его нам надо будет припаять к мотору. Чем дороже и качественнее выберете джек, тем лучше будет для вашей машинки, она будет работать стабильнее и надежнее. Определяемся с расположением нашего будущего контакта, он также будет влиять на внешний вид. Стараемся все уместить максимально компактно, чтобы не создавать большую громоздкую конструкцию. Зачищаем наш мотор перед пайкой для лучшего контакта, после чего припаиваем джек к корпусу мотора. Подходим к этому максимально ответственно и делаем на совесть. Стараемся выдерживать геометрию и располагаем джек по центру. В этом действии лучше использовать мощный паяльник, чтобы быстро припаяться и не перегреть сам джек. Теперь нам необходимо соединить минус моторчика с корпусом. Для этого зачищаем корпус мотора и припаиваемся к минусу. После этой нехитрой манипуляции наш минус будет проходить по корпусу к джеку. Теперь нам необходимо припаять плюс. Для этого заводим провод, припаяем его к плюсовому контакту джека, кто не знает, это центральный, и в натяжку пускаем до плюса на моторчике. Стараемся экономить место и провод делаем максимально коротким. Для этого лучше его отрезать, когда он с одной стороны уже припаян к джеку. Сразу оговорюсь, если у вас есть возможность заказать мотор заранее, не поленитесь, закажите хороший мотор с характеристиками примерно 5-6 Вт мощности и от 6 до 9 тысяч оборотов в минуту. Вы не пожалеете и машинка получится более мощной. Заказать мотор по любым характеристикам, как вы конечно же догадались, можно на AliExpress. Теперь приступаем к очень важному моменту, нам необходимо сделать эксцентрик, вал для которого мы предварительно зачистим для лучшего контакта при пайке. Нам необходимо припаять вал на расстоянии максимум 2 мм от центра. Таким образом мы получим ход иглы 4 мм, общепринятый стандарт и больше вам точно не надо. Перед тем как приступить к изготовлению эксцентрика, лучше сделать зарисовку общей формы машинки, чтобы понимать, как она будет выглядеть и какой формы мы можем сделать эксцентрик, каких габаритов. Также неплохой момент для полета фантазии. Вы можете набросать абсолютно любой дизайн и при дальнейшей постройке обращаться к вашему наброску, чтобы соблюдать форму. Этот момент очень важен, потому что много может возникнуть непонятных ситуаций, когда вы будете не понимать, как дальше строить, что делать. А благодаря эскизу вы уже будете понимать, какой будет дальнейший шаг. В общем, насколько охренительно будет ваша машинка, зависит от этого эскиза и насколько вы будете его соблюдать при постройке. Также на этой стадии мы поймем, насколько выступающим вал эксцентрика мы можем сделать благодаря наброску и понятию, где будет идти держатель. Также не стоит забывать о противовесе в эксцентрике, для того чтобы вибрация была меньше. Конечно, без специального инструмента вы не добьетесь идеального баланса, но вибрации будет как минимум меньше. Его мы сделаем из холодной сварки, как и весь корпус машинки. Берем наш латунный вал, теперь его необходимо зачистить и залудить, после чего мы его припаяем к валу мотора. Стараемся все делать максимально ровно и не забываем, что максимум 2 мм от вала отступаем. И если сделать все криво-косо, то наш толкатель будет постепенно съедаться валом, поэтому его придется либо чинить, либо заменять. Стараемся все делать за один раз ровно и аккуратно. Также, если у вас есть возможность заранее заказать эксцентрик, не поленитесь и сделайте. Они стоят в районе 300 рублей, но заметно усилят надежность этого узла. Заказать можно, конечно же, на том же сайте AliExpress. Заводские эксцентрики делаются с подшипником, что существенно увеличивает их ресурс. В одном из следующих видео я планирую сделать машинку на максимальном количестве покупных запчастей. Очень такой простой конструктор соберем. Отрезаем холодную сварку
И начинаем делать противовес для нашего эксцентрика, чтобы подавить вибрации. Стараемся сразу делать максимально ровную аккуратную форму, чтобы позже, когда застынет холодная сварка, меньше пришлось дорабатывать и стачивать. После застывания проверяем жесткость нашей конструкции. В этом видео я постарался оставить максимальное количество видеоматериала для того, чтобы все было наглядно продемонстрировано, как я строил свою машинку. Настало время задуматься о скрытии контактов, проводов и приданию формы нашей машинки. Также будем делать это из холодной сварки. Также стараемся все делать за один раз максимально точно, чтобы потом меньше пришлось обрабатывать. Для выравнивания поверхности я использую надфиля. Чтобы они не прилипали к холодной сварке, я их смачиваю водой. В принципе, это подходит к любому способу. Даже если вы обрабатываете все пальцем, чтобы холодная сварка не прилипала, смажьте водой. Также сразу залепливаем заднюю часть машинки, чтобы спрятать контакты и придать более приятный эстетический вид. Всегда оставляйте небольшой кусочек холодной сварки для контроля ее застывания. Сейчас она застыла не полностью, и самое время обрезать излишки, которые можно убрать простым ножом. Позже, когда она застынет, это будет сделать гораздо труднее. Сейчас очень ответственный момент, нам необходимо сделать фиксацию картриджа, чтобы она с проворотом фиксировалась как в оригинале. Картриджи для этого имеют специальные выступы, которые фиксируют их держатели. Все это мы сделаем с помощью картриджа, вазелина и холодной сварки. Будем обмазывать картридж вазелином, на него сверху лепить холодную сварку и тем самым создавать внутренности нашего фиксатора. К смазанному вазелином картриджу холодная сварка не прилипнет, но в то же время примет полностью его форму. В том числе и тех выступающих граней, которые фиксируют его в держателе. Этот момент очень сложен, конкретно у меня он получился только со второго раза, поэтому старайтесь соблюдать полностью видеоинструкцию. Холодная сварка очень привередлива к удержанию формы, поэтому постоянно нужно ее проминать и подгибать, чтобы она держалась на картридже. После того, как холодная сварка станет немного тверже, будет самое время для того, чтобы повернуть картридж против часовой стрелки на 90 градусов и аккуратно вытащить, тем самым продавив входное отверстие для него же. Если на данной стадии картридж будет плохо промазан вазелином, то он просто прилипнет к холодной сварке и не вылезет оттуда. Как видите, у меня все получилось, картридж вылез. Теперь надо смазать картридж еще больше вазелином и вставить его обратно до полного засыхания холодной сварки. Не стоит забывать, что после того, как вы ставите картридж обратно, его стоит провернуть по часовой стрелке на 90 градусов, тем самым зафиксировав. После застывания у нас будет готовое посадочное отверстие для нашего картриджа, которое мы используем в держателе. После застывания самое время убедиться в том, что картридж фиксируется надежно. Если же у вас не так, стоит изготовить эту деталь с самого начала. Теперь берем водопроводные фитинги, они с шагом 1 мм на 1 оборот, это то, что нам нужно для регулировки вылета. Если вы захотите сделать держатель под обычные премейды, под иглы, то в этом нет никакой сложности. Просто в держатель в холодную сварку вы вклеите гайку и под нее шестигранный болт, которым будете зажимать носик иглы. А я продолжаю обработку своего держателя. Для этого я могу использовать как надфиль, так и напильник и вообще любой инструмент. В этом и есть плюс холодной сварки. Но для экономии своих нервов и времени я буду все обрабатывать гравером. Если в вашем случае вы будете обрабатывать напильником и боитесь, что холодная сварка забьет абразив, то это не проблема, просто замочите напильник на 10 минут в кипяток и после этого сотрите любой щеткой. Обрезаем наш самопальный фиксатор примерно по верхнюю грань картриджа. Тем самым готовим его к соединению с фитингом. Также не стоит забывать о защите своих дыхательных путей. Пыль, летящая от обработки холодной сварки, очень вредная. Я за кадром работаю в респираторе. Отрезав все излишки, убеждаемся, что фиксатор работает как и прежде. И если все так и есть, то дальше стачиваем для соединения с фитингом. Примеряемся к нашему фитингу и смотрим, сколько необходимо сточить, чтобы он наделся. Также при стачивании стараемся придавать максимально круглую аккуратную форму фиксатору.
На фитинге также стачиваем резьбу для более плотного контакта. Соединять фиксатор с фитингом будем на быстро сохнущую эпоксидную смолу. Следим за тем, чтобы толкатель был ровно по центру. Далее берем ушную палочку, смазываем ее вазелином и наматываем на нее холодную сварку, как показано в видео. Вставляем все это дело в наш фитинг. Далее обжимаем холодную сварку, она расширится и зафиксируется внутри фитинга. Стараемся удерживать нашу ушную палочку ровно по центру. Далее нам необходимо припаять рандомную пластину или кусок проволоки к самому мотору снизу, чтобы у холодной сварки было больше возможности зацепиться за него. Далее необходимо убедиться, что ничто не мешает нашему картриджу работать. Вставляем ушную палочку и проверяем, не мешает ли что ходу иглы. Если есть трудности при ходе иглы, можно расширить отверстие сверлом. Приступаем к еще одному ответственному моменту. Необходимо соединить наш держатель с нашим мотором. Это основной силовой элемент нашей рамы, поэтому стоит подойти к этому моменту ответственно. Нюанс еще в том, что надо при всем процессе застывания холодной сварки придерживать правильную форму относительно двигателя. Надо выдерживать угол 90 градусов держателя относительно мотора. В моем случае, когда я выставил правильный угол, мне пришлось ждать около 5 минут, пока холодная сварка не схватится. Чтобы упростить себе задачу, можно в держатель вставить ушную палочку. Она будет как ориентир для того, чтобы отслеживать правильный угол. Когда рама готова, начинаем укреплять и усиливать наш держатель. Наращиваем вес для того, чтобы снизить центр тяжести и опустить его как можно ниже. Также в силу своего опыта могу сказать, что тонкий держатель крайне неудобный во время работы, лучше сделать его потолще. В процессе машинку собираем и смотрим, что получается. Настало время усилить нашу раму. Налепляем не стесняясь, позже все обработаем абразивом и уберем излишки. Как только наша рама застынет, начинаем грубо и нагло выбирать все излишки, выдирая из куска холодной сварки уже более приятные глазу формы. Какие они будут, каждый будет решать сам для себя. То, что получится у меня в итоге, вы увидите в конце видео. Также не забывайте оставлять в комментариях свое мнение о моей машинке. Будет очень интересно почитать, что вы на самом деле думаете. Также в комментариях оставляйте идеи для нового видео на моем канале. Я с радостью все их рассмотрю. Настало время вернуться к держателю. Я его посчитал коротким, поэтому будем его удлинять с помощью еще одного фитинга. Примеряем наш фитинг, замеряем общую длину, и если она нас устраивает, то приступаем к соединению с первым фитингом. Для этого в верхней части машинки делаем отверстие.
Позже при соединении они заполнятся холодной сваркой и соединение будет более надежным. Повторяем процедуру с ушной палочкой и холодной сваркой, вставляю ее в фитинг и обжимаю. Также следим за центрами, очень важно. После чего прижимаем к первой части, вдавливая в те отверстия, которые мы сверлили. Все излишки мы отрываем и намазываем на резьбу, укрепляя наше соединение снаружи. Также в очередной раз с помощью ушной палочки отслеживаем геометрию, чтобы все было максимально ровно. По застыванию накидываем еще один слой холодной сварки, чтобы укрепить соединение. Наращиваем объем нашего держателя. Хотелось бы сделать так, чтобы при регулировке вылета не было видно резьбу фитинга, поэтому будем делать отбортовку. Смазываем нижнюю часть держателя вазелином и накручиваем на фитинг. Тем самым будем делать отбортовку. Так холодная сварка не прилипнет к нижней части держателя и примет ее форму. Намазываем еще один слой вазелина на нижнюю часть держателя и делаем отбортовку еще больше. Проверяем, что все свободно вращается, и по застыванию начинаем грубую обработку. Выравниваем все поверхности и дорабатываем форму, как мы ее видим. Стараемся гравером максимально начисто обработать нашу раму, убрать все излишки. Холодная сварка довольно прочный материал, поэтому раму можно сделать более тонкую и изящную. Наращиваем слой холодной сварки на нижнюю часть держателя, ответную часть смазываем вазелином и все это дело скручиваем. Тем самым мы скроем резьбу фитинга при регулировке вылета. Проверяем балансировку нашей машинки, которая так удачно по центру, и дорабатываем дальше наждачкой. Процесс очень долгий и кропотливый, но к нему надо подойти со всей ответственностью, чтобы получить хороший результат. Наждачку я использую на 1500. После того, как максимально доведем наждачкой, грунтуем нашу тачку и вылезают все косяки. После чего также зачищаем и грунтуем, пока не добьемся отличного результата. Наша цель — максимально гладкая поверхность перед покраской. Вот что мы имеем после двух слоев грунта. Также дальше счищаем наждачкой и еще раз грунтуем, после чего приступим к покраске в черный цвет. Таким образом выглядит машинка перед последним слоем грунта, после которого будет покрашена в черный. Смотрим далее. После покраски в черный цвет уже глаз радуется. Победа не за горами, осталось немного. Полюбуемся машинкой и приступим к изготовлению толкателя. Толкатель буду делать из татуировочной иголки. Так получилось, что мне ее достать гораздо проще, чем кусок проволоки, но заменить можно и ей. Главное отмерить длину, чтобы в нижней точке эксцентрика вылет иглы составлял примерно 4 мм. Больше вам точно не потребуется. После чего отламываем иглу и еще раз примеряем, вставив внутрь. Опускаем эксцентрик в крайнюю нижнюю точку и видим вылет, который нас более чем удовлетворяет. Выкручивая держатель, мы будем регулировать вылет. Теперь берем холодную сварку и залепливаем ее на нашу иглу.
создавая более монолитную композицию. После застывания необходимо сделать отверстие по центру, которое будет надеваться на наш эксцентрик. После чего красим в черный. Вот наш толкатель. Вставляем наш толкатель на свое законное место, надеваем его на эксцентрик. И для фиксации необходимо еще надеть сверху резинку. Она будет прижимать толкатель к корпусу машинки ближе, чтобы она не слетела при больших оборотах. Способ довольно старый, но до сих пор используется на покупных тату-машинках. Как говорится, просто и надежно. То, что нам и нужно. Также рекомендую на резьбу фитинга установить резинку, такую же, как у нас стоит на удержании толкателя. Она обеспечит более жесткое и фиксированное вращение нашего держателя. И вот настал наконец долгожданный момент запустить машинку. Подключаем кабель питания, и вот чудо, все работает. Потому что все инструкции соблюдены и все делалось правильно. Надеюсь, что вам понравился видос и вы поддержите меня комментарием и лайком. Также, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии. Постараюсь все прочитать и на все ответить. А мы напоследок насладимся машинкой.